Друзья, я стараюсь, чтобы меня было лучше слышно, поэтому у нас сегодня будет распаковочка радиосистемы Sennheiser. Перед началом просмотра подпишитесь и нажмите на колокольчик. Это поможет делать мне больше видео. Я очень надеюсь на вашу сознательность. Для чего, ребят, вообще нужна радиосистема? Предположим, вам нужно записать какой-то видеофрагмент, в котором вы должны находиться далеко, на расстоянии, относительно далеко, на каком-то расстоянии от вашей камеры, и в то же время нужно, чтобы вас было слышно. В этом случае, если вы будете записывать на накамерный микрофон, вы не услышите ничего. Для этого, конечно же, можно использовать также и диктофон, либо рекордер. Но радиосистема позволяет записывать звук прямо в камеру. Передатчик, приемник, кабель 3,5 мм на 3,5 мм, XLR кабель, 4 батарейки Sennheiser. К сожалению, это обычные батарейки и перезаряжать их нельзя. Крепление приемника к камере, бумажечки, ветрозащита, прищепочка, надевашки микрофона. Еще такой маленький микрофончик. Я думал, что она будет больше. С маленькой своей шапочкой. И если мы оденем побольше, вот такой вот. Здесь я вижу, она уже полиняла. Такие вот куски этой защиты. Я не знаю, если она с такими темпами будет высыпаться, то... Ну, посмотрим. И такой вот получается мохнатик. Очень жаль, что здесь нету в комплекте никаких ни чехольчиков, ни сумочки. Хоть бери, таскай его в этой коробке. Пожлобились немного. Сумочки здесь явно не хватает. Раз. Теперь у нас есть звук, ребят. Дальше тест. Так, ребят, сейчас я думаю, меня плохо видно. Но это в принципе и не нужно. Я это видео делаю только для того, чтобы показать расстояние. Ветреная погода. Я нашел место, где расстояние довольно-таки существенное. Просто для того, чтобы проверить, на какую дистанцию будет бить эта радиосистема. Я здесь, конечно, метрами там не буду измерять, как говорится. Но вы сами видите и можете приблизительно оценить, насколько далеко можно зайти и насколько далеко, на какое длинное расстояние. Я перемотал видео, где из-за помех было практически ничего уже не слышно. Это видно. Но расстояние, я думаю, вы сможете оценить. Кроме того, здесь сейчас включена функция пилот тон, по-английски это написано, чтобы не было такого, что он поймал какой-то левый там сигнал и думал, что это я, а на самом деле это были помехи. Звук писался прямо в камеру, я его не буду обрабатывать, чтобы было так, как есть. Здесь, кстати, уже ветра никакого не было. Сейчас радиосистема записывает звук не в камеру, а на рекордер. Я это сделал для того, чтобы вы смогли оценить, как записывается звук в саму камеру, когда я делал тест на длительность, и как он запишется в рекордер. Рекордер я использую Tascam. В таких вот случаях очень удобно использовать радиосистему. Кроме того, как вы видите, я могу пропадать из кадра, потом появляться. А звук все равно записывается, потому что звук передается по радиоканалу. Сейчас прямо вот возле камеры стоит рекордер Tascam, и непосредственно в него я уже пишу звук. Так, мне тут квадрокоптер кричит, что батарея у него села. Для тех случаев, когда вам нужно периодически отдаляться и приближаться к камере, идеально работает радиосистема, обзор которой я вам сейчас и провожу. А если сейчас я буду использовать встроенный, не встроенный, а накамерный микрофон, то звук будет такой, который вы сейчас слышите. Причем я, можно так сказать, очень громко говорил. С радиосистемой можно не орать, спокойненько говорить и не переживать, что звук будет записан.
Заодно мы увидим, как я беру квадрокоптер. И сюда. Оп. Вот для таких вот случаев радиосистема и нужна. С тыльной стороны у приемника и передатчика есть металлическая скоба, с помощью которой их легко крепить на поясе. Оно съемное, но снимается неудобно. Кнопка включения, она же может быть паузой передачи, спрятана под крышкой, что защищает от случайного отключения во время записи. Очень удобно и разумно сделан переключатель Mute. Он не просто отключает звук, а прекращает передачу. Соответственно, когда вы ставите на паузу передачу, ваши батарейки будут жить дольше. Крепление на горячий башмак камеры устанавливается под эту проволоку. Это еще неудобнее, чем установить просто проволоку. Лучше установить его один раз и по возможности не снимать. Крепление здесь, конечно, не самое удобное. Каждый раз снимать это что-то вообще нереально. Отдельно хочу сказать за микрофон. Он превосходный. С одним лишь условием: использовать его нужно только с радиосистемой. Без нее использовать нет смысла, так как для хорошей работы ему нужно фантомное питание, которое дает радиосистема. Даже если у вас есть продвинутый рекордер с функцией подачи фантомного питания, я, к примеру, с Tascam не смог получить из одной петлички такой чистый звук, как из петлички вместе с радиосистемой. А покупать этот микрофон отдельно от радиосистемы вообще глупая идея. Без нее вы не получите всех его преимуществ. Вернулся сюда по той причине, что когда я скинул видео и посмотрел расстояние, которое я прошел и докуда оно било, то мне, мягко говоря, не понравилось. Но поскольку у меня была включена мощность, я буду идти, это уже повторный тест, поскольку мощность у меня была включена не настолько, средняя там была мощность, в инструкции я вычитал, что есть 3 уровня мощности: 10, 30 и 50, то ли милливольт, то ли какое-то такое значение. Поскольку в прошлый раз мощность у меня была установлена средняя, я решил, что это из-за того, что мощность была установлена неправильно. Прямо сейчас я вернулся сюда обратно, провожу тот же тест. Кроме того, сейчас я решил записать не на камеру, а я записываю в рекордер Tascam, и вы сможете определить, насколько отличается качество, если этой радиосистемой писать звук прямо в встроенный рекордер камеры, и насколько он будет отличаться, если звук будет писаться на внешний рекордер. В данном случае у меня Tascam. Предварительно я это пробовал, и мне однозначно понравился больше результат от Tascam. В этом месте сигнал пропадал уже очень сильно, но рекордер Tascam делал это таким образом, что он убирал звук самих помех. Вы уже слышали прерывистый звук. Если бы запись велась прямо в камеру, это уже сопровождалось бы очень сильными помехами. Поэтому запись на рекордер Tascam мне понравилась намного больше, чем запись напрямую в камеру. Не сильные вообще начались помехи, я шел, и они усилились. Поэтому сейчас я включил передатчик на самый мощный уровень. И я надеюсь на то, что расстояние будет увеличено. Поэтому сейчас у нас, кроме того, что я повторно делаю с большой, там high написано, большой уровень мощности передачи. Кроме того, сейчас я это записываю уже не на встроенный рекордер камеры, а на рекордер Tascam отдельно. И буду синхронизировать звук уже во время монтажа. Тест закончен. Я надеюсь, и я, и вы будете довольны. Сейчас мы еще сделаем сравнение. У нас такая ветреная погода. Звук идет вот с этого вот рекордера. Чтобы сравнить качество микрофона, я запишу этот же звук просто напрямую в Tascam. Сейчас я вам показываю звук, который записывается в накамерный микрофон VideoMic Pro. И сейчас, ребят, я одел ветрозащиту на встроенные микрофоны Tascam. Показать вам просто, какая разница между встроенными направленными 2 микрофонами рекордера Tascam и между звуком, который вы слышали из микрофона петлички. Ребят, что могу сказать? Понравилась мне эта штучка. Первые впечатления хорошие. Эта проволока надежная. Цепляется она надежно, держится. Само качество звука судите сами. Напишите в комментарии, как вы думаете, стоит эта радиосистема своих денег или нет. Купить эту радиосистему можно в магазине sennheiser-store.com.ua. Ссылка будет в описании к видео. На этом, пожалуй, все. Если вам понравился обзор, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. На нем я буду выставлять, стараться все, что может быть каким-то образом интересно для вас и для других людей.